Привет всем! С вами снова я, Ингрида. Да, наконец-то мы сюда добрались. Мы долетели благополучно до острова Тенерифе. И сейчас мы находимся на юге района Тенерифе, Коста-Адехе. И сегодня я вам хочу уже начинать показывать этот остров с его красотами. И сегодня это будет первое мое видео на этом острове. И я отправлюсь, как вы думаете, в первом видео куда? Да, правильно вы догадались, я отправляюсь на пляж Фаньябе. Совсем недалеко также есть пляж Тарвискас, но сегодня я хочу посетить пляж Фаньябе. Это самый ближайший пляж, который находится от наших апартаментов, но это очень обманчиво. Ну и в чем же заключается эта обманчивость? Вот, кажется, за моей спиной сразу вот рукой подать, вот пляж. К сожалению, это не так. Мы сейчас находимся на горе. Но зато смотрите, какой красивый вид с нашей террасы на райончик Коста-Адехе. Ну и вот такой небольшой обзорчик вокруг. Ну вот видите, какая гора еще впереди. Но вид, я просто все время возвращаюсь, мне так нравится этот вид. О, да, прелесть, на самом деле. Ну, хоть, вот я как сказала, хочется сейчас раз рукой подала. Вот, именно там пляж находится Фаньябе. Но, к сожалению, до него дойти, еще идти. Но сегодня у нас Рождество. И я действительно хочу отправиться и посмотреть, как же выглядит именно этот район, как он украшен на Рождество. Смотрите, сколько градусов. У нас сейчас градусник. Вот не буду нисколько вам врать. Вот, посмотрите, показывает 34 градуса. Но это, конечно, солнышко, да? Ну, солнышко так немножко ушло. Видите, ушло немножко за облаками. 34 градуса – это на солнышке. А так вообще в тени 25 градусов. Вот такая погода сегодня на Рождество 24 декабря. Ой, ну я, видите, снова вернулась на этот вид прекрасный. Ой, как он мне, ну прям любуюсь. Впереди, видите, флаг украинский. Там наверняка поселились украинцы. Патриоты. Да, у меня нет латвийского флага, и на террасе тоже нет. Ну а сейчас отправимся на прогулку. Ой, туда, к этой красоте. Ну и так я уже начинаю спускаться с горы вернее. И вот смотрите, какой ландшафт появляется у меня. Кактусы. Ну, знаете, не знаю, я буду стараться, конечно, больше ничего не сравнивать с Турцией. Но я думаю, навряд ли мне это удастся. Все равно тут же в какой-то момент я включу снова. Вон так в Турции было. Ну да, вот сейчас тоже хочется сказать. Кактусы, да, здесь есть. Но они совсем другие. Пальмы здесь тоже есть. Но они тоже совсем другие. Только когда залетела, мне казалось, куда мы попали. И мы так с мужем переглядываемся друг на друга, думаем, ай-ля-ля, здесь почти что растений, ну, мало, скажем так. Не то, что их нету, но меньше. На юге мы знали, что их меньше, больше на севере, там красивее, намного такие леса даже есть и все такое. Но, к сожалению, юг отличается немножко меньше растительностью такой всякой. Но, знаете, когда прилетели уже именно к своим апартаментам, приехали, вернее, когда уже довезли нас, ну, смотрим не так уж совсем, уже больше смотрим всяких разных интересных пальм. Вот видите, смотрите, они другие совсем. Совсем другие. Ладно, опять хотел сказать Турция. Нет, буду стараться воздерживать себя. Ну, хотя поначалу, наверное, мне она проскочит. Ну и вот мы так вот, видите, смотрим на сейчас райончик Коста-Адехе. Вот, представляете, видите, гора. И в этой горе такие тучи, такие, ух. Ну, пока мы устроили себе быть, все, для прогулок, для видео, создания мне просто не хватало времени, пока нам тут интернет, все подключали. Ну, а сейчас, наконец, начинаю оживать. И я рада, что, наконец, взяла свою камеру в руки и начну вам показывать Тенерифе. И будем вместе с вами узнавать остров и акклиматизироваться здесь уже. Ну и знаете, чтобы тут что-то было вот так вот сказать зеленью засеяно, ну, можно сказать, как, знаешь, газончики такие, нет, такого нету. Вот такие какие-то интересные вулканические, как камни, я бы сказала, как на Марсе находимся. Ну и вот такие кактусы.
Отправляемся к океану, отправляемся к океану. Мне прямо ноги бегут туда. Ну и так я спустилась с гор, как говорится. И прохожу, вот видите, эту большую такую трассу. Ну вот, проходим этот мост. И следом за мостом уже можно сказать, что мы совсем-совсем недалеко находимся от пляжа Фаньябе. Да, и здесь нам в масках надо теперь ходить и на улице. Ввели с вчерашнего дня снова новые правила, что на улице тоже надо одевать маску. Но, правда, там с такими разными ограничениями, что если 1,5 метра окружности никого нет, ты можешь маску не одевать. Ну, опять-таки, всякие условности, да, но я пока иду без маски. Пока мне кто-то не сделал упрек, ну, я надеюсь, что этого не будет. Ну, я спускаюсь все ниже и ниже. И вот совсем-совсем уже будет рядом пляж. Такие лавочки. Что-то очень похожее, как на Востоке. Но нет, ну не, конечно, нет. Ну вот 13:54 и 24 градуса. Ну и вот еще дальше все спускаюсь и спускаюсь. Ну, спускаться-то легко, конечно. Особенно, когда я привыкла так гулять уже еще в Турции. Видите, снова Турция, упомянула ее. И все красивее и красивее видеть. И все приближаюсь и приближаюсь к океану. Вот совсем-совсем уже кусочек, видите, такой вот уже вижу. Ну, знаете, хотела еще сказать, что как мы только залетели, вот именно первое ощущение, как мы залетели вот на Тенерифе, приземлились и вышли на свежий воздух. И знаете, насколько было легко дышать легко, да? Я помню, когда мы в Турции первый раз залетели, вот именно в Аланию, я так раз и хватаю воздух, и мне его не хватает, как бы, знаете, кажется, пока привыкла немножко. А здесь вообще ничего, никаких проблем, все сразу легко дышится очень. И действительно правильно говорят, что здесь очень-очень хороший климат. Ну, я, по крайней мере, его уже сейчас ощущаю. Потому что дышать, как я сказала, очень легко. Ну, вот и колорит. И смотрите, также здесь набережная. Вот где я буду устраивать себе прогулочки. Нет, тоже очень хорошая набережная. Выглядит уже отличная. Ой, но мне очень-очень тянется налево. Хочу налево. А налево, вот, налево океан. Смотрим на террасах, видите, спокойно сидят возле кафе люди. Спокойно отдыхают. А я снова спускаюсь. Ну, хочу как-то подойти поближе. Но здесь тоже есть такие лавочки, киоски, скажу. Такие магазинчики маленькие разные. Люди загорают. Ого, как много народу. Но к воде прям тянет этот запах воды. Я прямо... Ой, бегу. Ну вот мы и приблизились к Фаньябе пляжу. Посмотрю чуть-чуть на карту. Ну вот. И карта. Бегом пробежала ее, потому что я бегу к воде. Ну вот и набережная. Она другая. И я сейчас вот стараюсь сравнивать. Вот так нельзя, правда? Так сравнивать опять. Это некорректно, неправильно. Я стараюсь вот набережные сравнивать, как было там, где я была. Ладно, в Турции, где была, в Алании. Она отличная, там набережная. Я не могу ни слова сказать. Но здесь тоже она классная. Здесь тоже она хорошая. Смотрите, сколько отдыхают. И купаются. 24 декабря сегодня. Нет, конечно, здесь есть елочки. Я даже вижу елочки. Я хотела сказать только что прошло. Вроде елочек не вижу, да? Нет, есть елочки. Ну да.
Да, впереди я видел елочку, конечно, но это так. Но хочется сказать, это пародия от елочки. Нет, здесь очень красивые елочки, я знаю, красивые. Просто мне пока не попались. Мне пока не попали, чтобы я вам показала. Но здесь очень красиво готовятся к этому празднику, очень серьезно. Очень уже с октября месяца начинают готовиться. Поэтому здесь наводят действительно декорации очень красивые, новогодние. Ну, я на пляже. Ничего, мы еще увидим елочки тоже. Ну, подойду сейчас к воде, попробую. Ну и так, я возле океана. Я совсем подхожу, совсем попробую, какая водичка, попробую, но я догадываюсь, что она не теплая. Ну, хотя, как видите, плавают, купаются. Кто приехал отдыхать, конечно, он полезет в воду. Конечно, он будет плавать. А я к воде подхожу. Знаете, нет, я в нее не полезла бы. Ой. Ну, понемножку, вот, ну, я просто накалилась, да, наверное, я действительно накалилась, когда немножко постояла так, вроде ничего. Нет, но плавать я все равно не полезу. Какая-то вода темная, не совсем уж она чистенькая. Да, но народу, ой-ля-ля. Сейчас поднимемся наверх, если мне удастся. Нет, я туда не полезу, не удастся мне. Пляж не маленький, мест очень много. Но все вот эти именно шезлонги, они, конечно, платные, зонтики платные. Но можете, как везде, прийти своим полотенцем, одеяльцем и устроиться на первой линии бесплатно. О, смотрите, какой пляж! И мы загораем. Здесь прям пальмы, как кусты такие. Ну и снова мое коронное предложение. Смотрите, как много народу. Ну да. Ну что это за елочка, правда? Ну да. Ну это типа так, чтобы люди знали, что сегодня Рождество, наверное. Ну, пройдемся к водичке. Ну вот как выглядит пляж на Рождество 24 декабря. Пляж Фаньябе. Тепло, солнышко, все отдыхают. Смотрите, кафе тоже все полные, бары полные. Елочка, как я вам говорила. Вот немножко посмотрим на цены вот именно этого ресторана возле пляжа. Ну, смотрите, меню на русском языке.
Можете немножко приостановить, если вас интересует вот именно какая-то цена на что-то. Ну, пицца около 13 евро, салаты 11 с чем-то, закуски разные есть, супы 6-7 евро. Ну, вот как-то так. Ну, мясо от 20, даже есть за 58. Ну, вот я сейчас иду тоже по набережной. И вот именно с той стороны, где все барчики, ресторанчики, вход. Ну, друг на друге они здесь. Но здесь с голоду точно не умрете. Ну, вот еще небольшое меню одного из ресторанчиков. Вина около 3 евро стоит стакан. Кофе около 5 евро. Ну, вот так они друг за другом. Цены плюс-минус одинаковые, видите? Коктейли 3,50, ну, около 3-5 евро. Вот так стоят цены на охладительные разные напитки. Ну и так, наступил вечер, я уже возвращаюсь домой, и на этом хочу закончить свое сегодняшнее видео. Спасибо всем за просмотр, за ваши лайки, ну и, конечно, не забудьте подписаться, кто не подписался. До встречи в новом видео. Пока-пока!